требования, которые выдвигаются при подготовке подобных операций сейчас к бойцам, это фактически уже требования к бойцам войск специального назначения. Таким образом, Путин связал эти два события в районе Золотого колодезя и переговорной комнате на Аляске прямо нервными волокнами. Говорит Жуков: у вас в таком-то месте напротив КПП полка стоят тут ларьки, которые торгуют водкой. Вам жаловались? Если вы их не уберете, мы выгоняем из боксов танки и прямо гусеницами покрошим ваши ларьки в 1 секунду. Всем привет! Вы снова на канале Ширяев и Ширяев. Здесь я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы сменили обстановку. Да, если вам покажется, что звук несколько странный, здесь могут быть естественные звуки природы, вплоть до стрекотания цикад. Надеемся на ваше снисхождение. Да. Мы начинаем традиционно с перечисления населенных пунктов, которые были объявлены Минобороны взятыми под контроль. Их несколько. Это все населенные пункты в ДНР: Суворово, Никаноровка, Яблоновка, Щербиновка и Искра. Но, само собой, этих населенных пунктов может быть больше, потому что на этой неделе произошел крупный прорыв. Это прорыв все-таки тактический, но действительно это событие на фронте, и ему уделяет самое непосредственно серьезное внимание источники и в Киеве, и в Москве, и обсуждают и зарубежные источники. Действительно, события. Вот помнишь, мы говорили в предыдущих выпусках, что накопление изменений ситуации внутри частей происходит зачастую неожиданно, незаметно для наблюдателей, а потом через какое-то время наступает последствия неожиданности. Медленно-медленно, а потом быстро. И в данном случае вот так оно и произошло. То есть, когда мы говорили о том, что небольшие группы российских военнослужащих между наблюдательными пунктами украинцев проходят в Покровск, там накапливаются, завязались городские бои и так далее, мы не предполагали, а в это время уже группами российские бойцы продвигались со стороны Мирнограда на рубеж Золотой колодец, Веселая. Это такая будущий участок прорыва. Не широким фронтом, 1,5-2 километра, и длиной до 10 километров. Некоторые пишут до 12, мне кажется, меньше. И накапливались там, пока и никто и не знал. В общем, по большому счету, они проделали то, что проделали бойцы во время этой знаменитой операции «Труба». Помнишь? Такая была в Курской области. Операция «Поток». Да, операция «Поток». Когда они не спеша накапливались, проходя через эту трубу. Сейчас трубы нет, они все это проделали пешком, спасаясь от наблюдения украинских разведывательных беспилотников. Двигались очень маленькими группами, но, как сейчас стало известно, используя специальные накидки или плащи, которые блокируют инфракрасное излучение, чтобы ночью их было не видно, и двигались, если можно так выразиться, след в след. То есть сначала одна группа, потом на этом же месте отдыхает следующая группа и так далее, и двигались сравнительно небольшими такими рывками по полкилометра, но накопились в значительных количествах. Что интересно, вот эти рывки по полкилометра они привели к тому, что длительность операции исчислялась неделей, может быть, 10 суток. Потому что в это время готовилась, как мы знаем, сейчас Путин туда летит как раз, встреча Трампа и Путина по украинскому вопросу на Аляске. И, в общем-то, с весьма серьезными основаниями мы можем полагать, что определенная связь, в данном случае политическая, между этим прорывом,
который произошел, и этими переговорами все-таки существует. Конечно, Путин и его окружение, и генеральный штаб не могли выбирать в плановом порядке, вот хочу вот в такой-то день. Плюс-минус все-таки несколько дней у них был выбор. Но не неделя, 2 недели. Это понятно. Все-таки это, в какой-то степени демонстрация для американцев возможности российской армии. А вот так вот можем, да? Угу. Вот. С точки зрения сугубо оперативной, если рассматривать, то на будущее закладываются очень серьезные изменения на фронте. Если удастся российской армии сейчас закрепиться, провести зачистку населенных пунктов, которые они заняли, то даже такой город, как Краматорск, уже попадет в зону полуокружения. Угу. Я уж не говорю про Константиновку, да? Это очень серьезные изменения именно вот в оперативном уже значении, не в тактическом, а в оперативном. И оно, конечно, было скоординировано с движением российских войск на других участках. По поводу самого этого действия, да, могу сказать вот что. Конечно, это вроде бы и не новая тактика. То есть просачивание между наблюдательными постами на чрезвычайно поредевших, сквозь чрезвычайно поредевшие боевые порядки, да, украинской армии было давным-давно уже, так сказать, использовалось все это. И все-таки, тем не менее, сейчас мы это видим прямо вот уже как такой отработанный прием. Что интересно, еще зимой, в начале весны, там, в марте, источники рассказывали, что российские военнослужащие, когда попадали вот таким способом на украинскую территорию, там накапливались в домах, каких-то подвалах и так далее, они боялись себя обозначить. Если мимо проходили украинцы, никто в бой не вступал, они как мышки сидели, тихо прижав ушки. Потому что как только ты вступаешь в бой в этой ситуации, на чужой территории, понятно, да, в тебя тут же летит все, что там есть вокруг. Там артиллерия, минометы и, в первую очередь, конечно, дроны. И обозначение себя, вступление в бой, почти гарантированно приводит к гибели. В этом смысле они себя сейчас ведут вот строго в соответствии с главным принципом спецназа. То есть, кто спрятался, тот остался в живых. Незаметность продвижения, скрытность. Вот это самое главное. В принципе, это можно легко объяснить на тактике, которую используют высшие млекопитающие хищники. Да? То есть хищник всегда живет так, как будто он, конечно, даже если он на своей территории, что может произойти все, что угодно. За ним наблюдает, что он как будто чуть-чуть на чужой территории. Главная его задача хищника – обнаружить любой объект таким образом, чтобы его самого не обнаружили. То есть скрытно. И он должен идентифицировать этот объект. То ли это какой-то объект охоты, пища, которую нам нужно придумать, как к нему подобраться на дистанцию прыжка и съесть. То ли это противник, которого надо просто, так сказать, вот переждать, пока он пройдет мимо. То ли такой противник, которого надо бежать, сломя голову. Но это все надо принимать решение в тот момент, когда тебя не видят. Поэтому для них очень важно наветренная сторона, подветренная сторона, откуда идет запах, чтобы он не почувствовал то животное, которое он рассматривает. Но мы можем это легко пояснить вот на опыте такого известного мелкого хищника, как наша домашняя кошка Муська. Да? И вот если мы с тобой идем где-то, и вдруг видим, что она сидит в кустах. Вот как ты думаешь, это мы такие с тобой наблюдательные, что ее увидели? Или это она нам позволила себя увидеть? Поскольку кошка – это такое среднее звено в пищевой цепи, это мелкий хищник, который как бы охотится, но в то же время всегда ждет того, что и на него более крупный зверь нападет.
кошка, она такая всегда должна быть скрытная и должна прятаться. Конечно, конечно. Она просто от нас не ждет напрасной подлости какой-то, знает нас, да, и нам доверяет, поэтому, в принципе, позволяет нам себя увидеть. Но мы вот по длительному опыту совместного проживания знаем, что если вернее, она не захочет, чтобы мы ее увидели, она категорически этого не допустит. Мы никогда в жизни ее не увидим. Вот у нашего замечательного журналиста, натуралиста Василия Пескова описан случай, как он вместе с егерями спасал животных во время разлива реки. И они обнаружили в бинокль, увидели голый островок, торчащий из воды, на котором сидела дикая кошка. Дикая кошка – редкое животное, не часто его в природе так вот увидишь. А тут вдруг она лежит. Я помню, были рассказы о том, что в Австралии кошки дикие, домашние, но дикие кошки прямо разрушали биосферу. Да, но это другое. Это домашние, которые одичали. Здесь вот прям настоящая дикая кошка из леса. Есть такое существо, еще не погибло. И вот они решили ее спасти, подплыли, и вдруг увидели, что никого нет на островке. Стали внимательно смотреть и не могли ее найти. И уже собрались было совсем отплывать, когда вдруг увидели, что она сделала. Помнишь, как Шварценеггер спасался от хищника? Он измазал себя глиной. Да. Вот кошка обмазалась глиной, спустилась тельце свое вниз под воду, так, чтобы вот измазанной глиной морда ее и вообще череп. Это как в «Апокалипсисе сегодня», когда он выныривает вот так и кошка точно так же. Да, и кошка легла так, чтобы только голова ее, обмазанной глиной, высовывалась из воды. И так тихо дышала. То есть полностью слилась с глиняным островом. Да? И вот они ее увидели в последний момент случайно. Там она взбесилась, начала, значит, Она охотилась, да? Нет, она пряталась от них. Она пряталась от них. Она поняла, что они к ней... Вот я имею в виду, насколько изощренные способы маскировки у животных инстинктом заложены, так сказать, в них. А тут вопрос жизни и смерти. Не спрячешься, дроном тебя увидели, все, ты погиб. Вот получается, что... требования, которые выдвигаются при подготовке подобных операций сейчас к бойцам, это фактически уже требования к бойцам войск специального назначения. То есть, это должны быть очень квалифицированные люди. Это не просто вот с улицы. Пусть требования к пехоте возрастает очень серьезно в наше время, когда вот в небе царствуют дроны, да, и все. И это совсем по-другому люди воюют. Представь себе, там 2 недели они потихоньку проходили, не спеша, так, чтобы никто не заметил, куда-то там накапались, потом вдруг неожиданный всплеск боевых действий, и они захватывают сразу несколько деревень. Да, раньше, конечно, такого не было. Но вернемся к этой ситуации. Конечно, в преддверии вот этого важного форума для командования Украины и политического руководства чрезвычайно важно, так сказать, это все купировать. И не допустить, чтобы Россия такую демонстрацию устроила. Поэтому они, конечно, туда отправили ни много ни мало аж целый корпус новообретенный, да, и дополнительные бригады. Там сейчас идут в этом месте Золотой колодец и его окрестности очень серьезные бои. И вот что интересно, обе стороны категорически не допускают утечек информации с этого места. Обычно, когда идет какая-то операция, что-то ты увидишь в сообщениях бойцов с места. Что-то тебе расскажут твои источники. Они там кому-то звонили тоже. Ну, ребята с фронта, которые... Все. Здесь ничего, потому что вот полный туман войны. Никто не знает, кто побеждает. Вот, видимо, там... Есть такое выражение современное, заруба, да, такая идет, что никто не может одолеть один другого. Но пока, как мы понимаем, с этого вновь обретенного сталактита, который вдался в украинскую территорию, плацдарма, российские войска не выбиты. Посмотрим, что будет дальше. Их задача там расширить этот плацдарм, занять полностью его и укрепиться так, что его уже
невозможно будет контратаками отбить. Но пока украинская армия отчаянно контратакует. Вот. В информационной тишине. Этот кусок мы записываем до встречи Путина и Трампа на Аляске. Но, тем не менее, мы уже знаем какие-то позиции сторон. Мы видим, что продвижение началось в преддверии этой встречи. То есть о чем-то уже можно сказать даже до этого события. Да. Но, во-первых, Трамп все-таки проговорил, что он предполагает некий обмен территориями. Мы уже говорили вот в прошлом выпуске, что, может быть, речь идет о тех территориях, которые... Не входят в 4 региона. Да, заняты там... Сумская, Харьковская и Днепропетровская области. Да. Вот, может быть, так, все. Но это чрезвычайно озаботило всех европейских лидеров, ну и, конечно, Киев в первую очередь. Они собрались и мгновенно, причем вот по нынешним временам, мгновенно, да, и начали вырабатывать общую линию, так сказать, свою общую позицию для того, чтобы проинформировать Трампа. В принципе, позиция ничем не отличается от того, что они уже многократно говорили, да, но они, тем не менее, посчитали необходимым это довести до Трампа, позвонили ему, звонок такой видел, его есть даже скриншот, я видел, этого звонка, сколько там в окошечке лидеров этих всех, первые лица Европы, да, и Зеленский с ними. И вот они Трампу рассказывают. Там самое главное, что они считают необходимым, должна быть какая-то гарантия для Украины, что Россия после заключения какого-то перемирия не разовьет наступление, не нападет на Украину дальше. Но мы знаем, что и Европа тоже постоянно, значит, ее лидеры заявляют о том, что Россия нападет на Европу там, в 27 году, в 29 году, где-то там вот все это. То есть и Европе необходимы какие-то гарантии. При этом сам Путин, собственно говоря, войска-то на Украину ввел исключительно, как он говорит, вот в первую очередь для того, чтобы Украина никогда не была членом НАТО. И если она не член НАТО, о каких гарантиях может идти речь? Может быть, что-то там они и придумают. Это уже разговор о политической изощренности, не столько военной, сколько дипломатически. Каким-то образом что-то Украине прогарантировать, может быть, отдельный договор союзный там, с Соединенными Штатами или еще что-то. Но в НАТО Путин, судя по тому, что ни на сантиметр не сдвинулся вот в этом вопросе, категорически видеть не хочет Украину. Поэтому даже сейчас может быть разговор не столько об обмене землями, там, сколько вот об этих вот вопросах гарантий. Вот красные линии, они в этих двух местах пролегают очень жестко. И из-за этого я и немножко скептически настроен. Хотя, конечно, все бы хотели каких-то успехов, пожелать им, но этим участникам этих переговоров. Но судя по тому, что совсем противоположные позиции стороны занимают, и специально накануне этой встречи еще и друг другу заявили об этом, настояли, вот только вот руками развести. Сейчас утро субботы. Извините за еще одну перестановку. На улице очень яркое солнце, поэтому пришлось записываться здесь. Ну, переговоры закончились. Результаты публично не оглашены. Дональд Трамп и Путин разговаривали в расширенном составе 3-3 2 часа 45 минут. После этого вышли к журналистам, дали небольшую пресс-конференцию, но результатов мы на самом деле действительно пока толком не знаем. Да. Политически все понимали, что Трамп чрезвычайно ограничен фундаментальными обстоятельствами позиции Украины и Европы, которые сразу ему нарисовали красные линии еще до переговоров. У него есть заинтересованность, без сомнения, по определенным вопросам, не связанным напрямую с Украиной. Но сейчас мы видим, что, по крайней мере, пока впервые занята позиция, не тайной сделки, а позиция традиционной дипломатии, когда все, о чем говорилось на переговорах, не выносится на широкое обсуждение, делается пресс-конференция такая в общих
черта о том, что достигнуты какие-то определенные, по определенным, значит, позициям договоренности, но главной договоренности пока нет по Украине. Значит, понятно, что проще всего им договориться о двусторонних вопросах, двусторонних отношениях. Это понятно. Но и мы уже с тобой сейчас несколько в другом положении, не таком, как вчера, потому что за ночь подоспела информация от источников. Сейчас более или менее понятно, как организовывался вот этот вооруженный мощный кулак вооруженных сил Украины, которых двинули навстречу этому прорыву. Совершенно для меня сейчас вот ясны обстоятельства. В деталях могут быть ошибки, но Трамп находился вот как, ну это так моя реконструкция, как бы, да, как могло быть. Когда случился этот прорыв, прорыв этот очень серьезное событие, мы уже вчера об этом говорили. Все усилия, которые были предприняты вооруженными силами Украины по прямому указанию Зеленского, ни разу за всю историю этого конфликта такая группировка из самых боеспособных частей ВСУ не собиралась на таком узком участке фронта в такое короткое время, ведь по сути за 1,5 дня. И это просто свидетельствует о том, что Зеленский и все его окружение отлично понимают значение вот этого события для тех переговоров, которые идут на Аляске в этот момент. Российское командование в свое время в аналогичных, в схожих ситуациях ни разу не рисковало оперативную устойчивость отдельных участков фронта, создавая резервы, выводя их с линии фронта, для создания группировки какой-то отдельной. Например, когда создавалась группировка для ликвидации Курского плацдарма, для остановки сначала украинского продвижения и так далее, оно действует спокойно, и продвижение российских войск в Южном Донбассе продолжалось, несмотря на занятия Курской области. Здесь мы видим достаточно умелые действия, которые, так сказать, свидетельствуют о воинских умениях Сырского. В то же время это совершенно очевидно действие в цейтноте. Действие командования в цейтноте. То есть весь фундамент стратегической обороны, а Украина перешла к стратегической обороне уже более года назад, который считался, не то чтобы незыблемым, но очень устойчивым, прямо на наших глазах дал крен. Далее, по моему разумению, как я понимаю, должно было произойти следующее. То есть, существуют аналитики в Пентагоне, которые эти события оценивают, составляют короткую справку по ним, что там происходит, да, накануне таких важных переговоров, и отправляют ее через Пита Хексета, через министра обороны, да, Трампу для чтения, чтобы это прямое давление в процессе переговоров. Ну, не давление, а оказание влияния, так скажем. Конечно, американские военные симпатизируют украинской армии, сомнений нет. Но поскольку они ничего не должны Киеву, наоборот, Киев все должен им, все-таки на первом месте у них профессионализм и долг. И они должны были, без сомнения, составить такую справку объективно. А она будет выдержана однозначно в выражениях совсем нелестных для украинской армии и для Зеленского. Совсем нелестных, да. То есть, таким образом, Путин как бы связал эти два события в районе Золотого колодезя и переговорной комнате на Аляске прямо нервными волокнами. Конечно, эта группировка украинская очень мощная, которая там собрана, чтобы купировать этот прорыв, добилась успехов, но мы можем их оценить только как ограниченный успех, не полный. Сейчас уже очевидно. Вот за эту ночь все подтвердилось. Это частичный отход на устойчивую линию обороны российской армии. И там сейчас идут тяжелейшие бои, но быстрых успехов, которые необходимы были именно для оперативного ответа в ходе переговоров, украинской армии достичь не удалось. В прошлом когда-то
Украинская армия организовывала такие тактические наступления, приуроченные к визиту какого-то важного чиновника американского. Было такое, да. Я об этом сам писал. Вот такой глобальной демонстрации, которую устроил Путин здесь, конечно, не было. И это свидетельство о том, что стратегия тысячи порезов сработала. Это ее прямое следствие. Вот что теперь? Трамп зажат между обстоятельствами на фронте и позицией европейских союзников и самого Зеленского. Да. Он, собственно, между ними находится. Посредничество не с самыми надежными условиями. Я думаю, что он сейчас, мое предположение личное, могу ошибаться, но мне кажется, он верит сам в то, что он спасает Украину. То есть, еще вот такая демонстрация придется, что еще какое-то время в таком же темпе деградации оборонительного потенциала страны и, в общем, государству возникнет прямая угроза. Самому государству Украины. Он верит, что он спасает режим Зеленского, независимо от того, как сам Зеленский смотрит на свое существование. Вот вслух этого не говорит. Мне кажется, вот так обстоят дела. Но то, что они заявили, что будет еще одна встреча, судя по всему, это говорит о том, что у него, у Трампа, есть надежда, что он как-то аргументирует свои предложения, а они, несомненно, для меня связаны с обменами земель, территориальными потерями, с которыми кабинет Зеленского не может сейчас никак... Ну да, следующий шаг, а теперь мы ждем, что ответит Зеленский и Европа. Да. Трамп передаст им эти результаты переговоров. Потому что сами переговоры, их результаты же они не глашены. Да, и вот что я еще думаю. Если сейчас Зеленский или какие-то европейские политики выплеснут все содержание до копейки этих переговоров в паблик, если все это они огласят и сделают достоянием широких масс избирателей, которые немедленно через механизм оппозиции на политической начнут влиять на стороны, они себя покажут большими дураками. Сейчас необходимо взвесить все трезво, не объясняя на публику, что и как, да, и потом уже избирателям предъявлять результаты этого осмысления. Нельзя действовать сейчас очень... Это не в пользу будет ни Европы, ни Украины. Такие поспешные действия в сфере политической пропаганды или пиара, как мы их называем. Да? Вот, я думаю, так, хотя оппозиция на Украине вот просто на низком старте сейчас сидит и ждет, что Зеленский скажет, да, как она может использовать эти его высказывания. А оппозиция существует, несмотря ни на что, несмотря на те события, которые во внутриполитической сфере на Украине происходят. Вот таким вот образом, я думаю, что зазор 2 дня, который произошел между атакой, прорывом на фронте в районе Золотого колодезя и началом переговоров, как раз и есть тот самый зазор, который был дан, по моей версии, да, Путиным и его военно-политическим руководством всей страны, да, был зазор дан аналитикам Пентагона на то, чтобы осмыслить это дело и успеть довести это до Трампа. Сумели ли они, получилось ли у них это все, не знаю. Доложили ли американские военные своему президенту, что на самом деле произошло на фронте, тоже не знаем, но такова версия. На днях Дональд Трамп подписал директиву, которая позволяет американским военным на легальных основаниях проводить операции против наркокартелей в море и, самое главное, в других странах. Причем, да, вот абсолютно уже не как там какие-то спецслужбы, которые действуют инкогнито. Ну да. Ну, ты знаешь, я вот, конечно, сразу хотел бы заявить свою позицию. Я целиком на стороне любой силы, которая борется с наркокартелями. Это США или Европа или Россия, не имеет значения. Потому что они, конечно, вездесущие, они всемирные. И приносят страшное горе, так сказать, людям по всему миру. Это понятно.
Но все-таки есть представление об инструментарии, о том, кто что может и чего не может. Еще в феврале тогда они заявили, что будут уже использовать армию для борьбы с, помощи местным органам в борьбе с миграцией, незаконной миграцией на южную границу с Мексикой. Американская армия очень здорово ограничена юридически. Ее использование на территории США с такими целями не допускается. Значит, они там внесли какие-то изменения структурные. В том числе были уволены очень многие юристы армейские, которые трактуют понятие о действиях армии с точки зрения законов войны. Что она может, что она не может. Для того, чтобы это как-то легализовать, что ли, Трамп начал называть наркокартели, приравнял наркокартели официально к террористам, террористическим организациям. То есть теперь наркокартели считаются террористическими организациями. И даже ввели такой термин наркотеррористическая деятельность. И они его постоянно употребляют. Вроде, если это террористы, то да, тогда армия действительно имеет полное право с ними воевать. Я могу только констатировать, что действительно последние годы наркокартели набрали такую силу, они пользуются такими финансовыми ресурсами, которые позволяют им любых специалистов нанимать в любых областях, технику и так далее. И их методика прям изощренная в борьбе. Они прямо приблизились в своих действиях к террористическим организациям. Это правда. Действительно, их можно сравнить. А уж по последствиям они гораздо хуже любого терроризма. Но армия не может бороться с организованной преступностью. Почему? Если против тебя противник, который действует на основании принципа конспирации, то есть скрытной, нелегальной деятельности, против него можно выставить только организацию, которая сама применяет такие же методы. По-другому никак. Армия... Спецслужбы. Да. Причем у американцев, славная история, прямо скажем, войны их специальных служб с наркотрафиком. Славная совершенно, да. Сколько уж мы видим этих фильмов-то голливудских, всяких сериалов и так далее. И сказать, что оперативный состав американский, который воюет с наркокартелями, какой-то там изнеженный, избалованный. Нет, это бойцы, прям которых в самых страшных условиях воюют. Но они адекватными методами обладают. У нас в России снят даже целый сериал «Ликвидация», где, в частности, рассказывается, как армия воевала с организованной преступностью. Это когда Жуков приехал в Одессу в 1946 году, когда он попал в опалу в качестве командующего округом, и сложилась чрезвычайно тяжелая криминогенная ситуация в Одессе. Просто страшно, что творилось. Люди не хотели на улицу даже выходить. В общем, да? Все, до чего у него голова дошла, это операция, так сказать, этот маскарад, где офицеров с оружием снабжали дамами. Кстати, среди дам были, как правило, тоже, так сказать, проверенные войной женщины. Им выдавали какие-то дорогие вещи, иногда даже там ценные украшения и так далее. Они выходили из ресторанов, к ним подходили бандиты, гоп-стоп, они их немедленно прямо расстреливали на месте. Внесудебные убийства покатились по Одессе. И были случаи, когда убивали и обычных людей, не бандитов. Но в общем и целом преступность, ее такой разгул, он сократился. Ведь Жуков действовал вынужденно, потому что в Одесском уголовном кодексе, в смысле уголовном розыске, работало немногим больше 100 человек. Тогда не хватало категорически сотрудников. Но сама организованная преступность, эти воры в законе, никуда не делись. Абсолютно. Они оставались как ядро, которое в дальнейшем развернет свою деятельность опять. И с ними... уже были воры в законе? Да, вовсю. И с ними справились одесские сотрудники уголовного розыска. То есть те, кому по функционалу предназначено с ним бороться, которые умеют, знают.
понимают, что такое оперативная комбинация, агентурная работа, вербовка, перевербовка, двурушничество, проверка агента. Вот это все знают, понимаешь? Жуков, конечно, ничего этого не знал. Могу рассказать вот историю, как действует военный. От нашего соседа по личной клетке, свидетеля ситуации. В 1948 году Жукова перебрасывают в Уральский военный округ. Ну, Свердловск, это сейчас Екатеринбург. На окраине Свердловска стоит танковый полк. Офицеры определенное время получают зарплату. В общем-то, достаточно прилично по тем временам. И, понимая это, торговля прямо напротив КПП установила целый ряд фанерных ларьков деревянных, где в разлив продают водку. И тут же закуска и так далее. Офицеры, военнослужащие вообще выходят, выпивают, тут же закусывают и так далее. Потом еще добавляют, и началось преступление на почве пьянства, в общем, падение дисциплины, правонарушения и так далее. В общем, полк резко покатился вниз. Угу. Командир полка начал писать жалобы в органы советской власти, торговли, и начал снизу, как положено, низовые органы, потом выше, там до горисполкома дошел, никакого ответа. Тогда он записался на прием к Жукову и объяснил, что вот такая ситуация у меня, я ничего не могу сделать. Напротив КПП стоит водка, прям вот море разливанное. Жуков спросил: ты жаловался куда-нибудь? Ну, ему стопку показал своих, значит, вот этих писем в органы советской власти. Жуков набирает тут же телефон какого-то там начальника торговли всей областной. И сказал: говорит Жуков, у вас в таком-то месте напротив КПП полка стоят вот ларьки, которые торгуют водкой. Вам жаловались на это самое? Там замешательство, никто не знает. Жаловались, не жаловались. Он говорит: значит так, выдаю вам сколько-то часов там, очень немного. Если вы их не уберете, мы выгоняем из боксов танки и прямо гусеницами покрошим ваши ларьки в 1 секунду. И говорит командир полка: иди действуй. Все. И командир полка тут же позвонил: выкатывайте танки. И помчался туда, значит, в предвкушении, как он все это разворотит. Вот. И на своем, значит, козлике, на этом, значит, на Виллисе подъезжает к КПП, видит, что с той стороны уже танки стоят, готовые выкатиться, да. И в это время из-за угла вылетают, значит, трактора, цепляют эти ларьки и быстро-быстро их, значит, сам. То есть тот, с кем Жуков поговорил, понял, что шутки кончились, да, все. И проблема была снята. А так бы, конечно, действительно просто не задумывались бы, это сделали. Такова решительность человека, таков образ его мыслей, так он мог действовать. Он мог брать Берлин, он мог защищать Москву, но бороться с организованной преступностью такой человек был не в состоянии. Поэтому я и не верю в то, что американская армия поможет Трампу в борьбе с организованной преступностью, где изощренные умы сидят, а их главная деятельность, как у хищника, быть незаметным, понимаешь? А армия, она совсем для другого предназначена. Открытый бой. Трамп, ты как президент, который вот собаку съел на пиаре, как раз вот на это надеется, что его избиратели увидят в нем такую сильную руку, типа Жукова, да, который решительно армию использует. На самом деле никакого эффекта не будет, 100%. Невозможно с наркомафией бороться с помощью армии. Хочешь добиться своего? Значит, реформа правоохранительных органов, реформа спецслужб, увеличение их численности, очень долгая кадровая работа, воспитание высоких профессионалов в этом деле. Ты, как всегда, говоришь о том, что надо, все хорошо. Это надолго. Надолго, но так никогда не бывает. А Трампу надо сейчас. Да, всем надо сейчас. Мы же живем сейчас. Потому что у Трампа 3 года осталось до конца. Ему надо прям вот немедленно. Да, поэтому он армию привлекает. А вообще-то государство должно иметь преемственность такой политики, так сказать, и неуклонную волю. Но если половина страны против такого решения, о какой преемственности может быть речь? Ну да, потом придут демократы и они будут говорить, что это было неправильно. Согласен. Ну вот, я ничего не могу на это возразить. Но я не верю в успехи армии. Мессенджер Макс – это то, о чем ты в последнее время периодически говорил, что надо бы сделать сюжет о том, как вообще мессенджеры используются во время военных действий на фронте.
В частности, Макс, да, его вопрос безопасности, отказа от Телеграма. Но все время что-то другое мешало, все выбирали какие-то другие темы. Но сейчас, без этого уже никуда, когда Телеграм, WhatsApp блокируют, Роскомнадзор. Не весь Телеграм, а звонки. Звонки. Да. И в Макс сразу же все российские СМИ пошли, открывать там каналы. Очевидно, нельзя не обсудить. Да. Во-первых, поскольку у нас канал про военное дело, нам важнее что? Фронт. И из вполне в данном конкретном случае достоверных источников известно уже, что принято решение на фронте разговоры по мессенджеру не блокировать. Я немедленно связался со специалистами, можно ли, в принципе, чужой мессенджер заглушить в конкретной его функции, не весь, а в конкретной функции, по регионам. Да, оказывается, можно. Это вполне, под силу тому программному обеспечению, которое находится в руках российской власти, Роскомнадзора. Поэтому могу только сказать, что Министерство обороны или кто там принял решение, оставить эту функцию для военных, проявили большую мудрость на самом деле, потому что ситуация со связью на фронте очень тяжелая, мы говорили не раз и не два об этом, очень тяжелая. И если еще и этот инструмент у людей отнять, то это выстрел себе в ногу. Поэтому и Discord, и Telegram будут в полном объеме использоваться. Правильное решение, на самом деле, правильное решение. Но это что означает? Что на фронте люди более свободны в выборе средств, в выборе своих действий, да, чем люди, находящиеся в тылу. Что любопытно. Обрати внимание, как этот мессенджер делался, поэтапно, да, я имею в виду Макс. Ведь он же должен только в сентябре быть его официальной презентацией-то. Сейчас пока бета-версия такая. Да, но уже с этой бета-версии мы видим, что какие-то родительские собрания, родительские чаты обязывают переходить в Макс, да, и это повлекло за собой, мне кажется, большую расхоложенность. И вдруг ФСБ выкатило коллективу этого Макса, который его делает, прям список вещей, которые они еще, оказывается, не сделали с точки зрения безопасности, поскольку Макс, предполагается, будут напрямую работать с госуслугами, да. У них это функционал еще не доделан. И они только начали, да, мы скоро все сделаем и так далее. То есть, насколько люди почивают на лаврах, понимаешь? Есть твердая уверенность, что за спиной государства их всех заставят. И важнейший вопрос для потребителя, вопрос безопасности. Они оставили на второй, на третий уровень. А не на первый, как все остальные, которые начинали только, да? Для каждого мессенджера вопрос этой безопасности, вообще первый вопрос, самый главный. А тут оказался вовсе не первый. Это о чем мне говорит? О том, что его потребительские свойства этого мессенджера под большим вопросом. Если люди, которые его делают, надеются на внерыночные механизмы принуждения в его распространении. То есть, когда они придут на фронт с этим мессенджером, военные начнут выбирать, как всегда, какие средства себе, взять на вооружение. И он должен будет, этот Макс, доказать прям в бою, я имею в виду во время боевых действий, что он не хуже всех остальных, даже лучше, и давайте берите меня, прибегайте. Я когда спросил источников, собираются ли они переходить на Макс, они только хмыкнули. И сказали, посмотрим, что он там из себя представляет. Вот так. Поэтому прямо противоположная ситуация возникает в тылу и на фронте. Еще одна тема, которую ты недавно затрагивал, в нашем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это... можно сказать, возрождение легкомоторной авиации. Да, появилось в сети видео переделанного самолета сельскохозяйственной авиации, который выглядит, прям практически как немецкий штурмовик, да, или какой-то мессершмитт, вооруженный Р-73, это советская ракета ближнего боя, советско-российская, да, воздух-воздух.
с помощью которого он, так сказать, там, пытается сбивать или забивает, скорее всего, вот эти беспилотные летательные аппараты «Герань-2», которые в огромном количестве, так сказать, летят вглубь Украины. Наносят удары по целям в глубине Украины. И не так давно, в течение месяца, пришло известие о гибели руководителя одесского клуба, аэроклуба, такого пенсионного возраста был человек, прям в самолете Як-52, в котором, в исполнении на 2 человек, один человек за штурвалом, второй сзади, открывает, они в воздухе догоняли эти беспилотники «Герань», да? Человек сзади открывал просто колпак и стрелял в «Герань», она такая довольно приличных размеров, из охотничьего ружья или из автомата. Просто вот в упор, как бы в воздухе пытался. Одна из таких самых распространенных версий его гибели состояла в том, что они, видимо, попали в головную часть, и от взрыва множество осколков появилось, так сказать, в которых погиб и сам самолет. То есть получил повреждения и так далее, он выдал, вот отсюда и гибель его. Но тем не менее, украинцы активно стали использовать легкомоторную авиацию в поисках вот дешевого, но эффективного средства борьбы с этими беспилотниками. При этом уже перешли и к использованию ракет ближнего боя. Старых, советских, но они надежные. И вполне для этой цели подходит. Эти же ракеты были использованы на безэкипажных катерах морских «Магора», которые исполняли фактически функцию морского ПВО. То есть они выходили в район операции, и когда с этими катерами пытались бороться, так сказать, российские вертолеты, они просто, так сказать, обстреливали их этими ракетами, два вертолета как минимум, и один самолет были сбиты. В свое время считалось, что вот вся авиация должна переходить на реактивную тягу. И уже в 40-е годы все быстро-быстро из авиапарков начали вымываться самолеты винтовой авиации. Вроде бы уже и забыли про винты. И вот, как выясняется, нет. Они потихонечку продолжали свою жизнь, и сейчас как бы получили вторую жизнь, второе рождение. Не только на Украине их пытаются использовать как средство ПВО в глубине обороны, но они могут использоваться как дешевые штурмовики в борьбе с теми вооруженными силами, которые не могут тебе ответить, у которых нет противовоздушной обороны, собственно говоря. О чем разговор-то идет? Это, конечно, всякие банды, наркокартели, это террористы, вот в Сирии, в частности, там, где угодно, да, там, где тебя гарантированно не собьют, можешь спокойно совершенно применять эту авиацию. Чем это интересно для нас? Почему вот я об этом рассказываю? Везде все занимаются только одним. Все ищут дешевый ответ на беспилотники. Беспилотники сбивать этими современными ракетами ПВО дороже, чем сам беспилотник. Это просто в обратную сторону все работает и быстро, так сказать, истощает и возможности военно-промышленного комплекса и вообще, так сказать, оборонительного потенциала страны. Вот, может быть, на этом пути и найдется ответ. Именно беспилотники, в смысле легкомоторная винтовая авиация, как очень дешевый вид вооружения, на который и летчики по-другому обучаются, не как вот вертолетчики, которые сейчас забивают в Подмосковье, летают, да, и в ближних самых областях украинские дроны, которые залетают дальнего действия сюда. Это все-таки пилоты высшего класса, которых очень долго обучают и так далее, на них огромные деньги тратят. С этой авиацией малой все совсем по-другому. Там совсем другие летчики. Да, это легкое обучение довольно. Да. И очень много людей, которые по собственному желанию, по своей инициативе идут в аэроклубы, летают на них, так сказать. Просто им интересно вот летать и все. Просто любят небо.
Таких летчиков можно найти. И самое главное, обслуживание этих самолетов, совсем другое. И вполне возможно, что это, если их вооружить действительно подходящими ракетами, а самое главное, соединить их с радиолокационными станциями, которые смогут им точно указать, где летит беспилотник, и навести их, я уж не говоря о том, чтобы и сами эти самолеты еще снабдить РЛС собственными бортовыми, тогда может совсем по-другому все повернуться. В Советском Союзе накануне Афганской войны была сделана попытка превратить в такой штурмовик спортивный самолет Як-52, на котором как раз погиб вот этот командир, руководитель Одесского аэроклуба. Но ничего не получилось, потому что изначально он делался как спортивный самолет. В нем такие качества, которые его со штурмовиком не примеряют. Все, не получается. Но, тем не менее, вот американцы совсем недавно разместили заказ. Сначала на 75 самолетов, сейчас сократили, насколько я знаю, вот этим летом последние цифры, до 62 самолетов. Но все равно это очень приличный парк. И на каждый самолет по 2 пилота положено. И уже первые машины ушли в учебные части. И проходит обучение. Называются они Skyraider. Значит, это переделанные, в штурмовики легкие самолеты сельхозавиации. Они были получены учебными частями, и уже началось обучение летчиков. Стран, театр военных действий зарубежных, где вот такие слабые противники, которые не вооружены ПВО, не могут тебя сбить, их довольно много. И тут вот приходит в первую очередь в голову африканский корпус тот самый, который заменяет ЧВК «Вагнер» по всей Африке, и как минимум 5 стран там в Сахеле, из самых-самых таких вот слаборазвитых, что называется, где он оперирует, этот африканский корпус. Для него такой штурмовик – это просто, так сказать, открытие, мне кажется, находка будет вполне возможно. Но главное все-таки, как заменить дорогие вертолеты на дешевые самолеты здесь, внутри России, пока идет специальная военная операция, и тяжелые украинские беспилотники дальнего действия долетают аж прямо до Кольского полуострова, или куда-нибудь там до Ухты. Здесь, конечно, в первую очередь надо развивать поле контроля радиолокационного, то есть ставить радиолокационные станции. Но как только они нашли этот беспилотник, сбивать-то его кто должен? И вот мне кажется, это очень интересное развитие ситуации. Посмотрим, как оно будет. Обратят ли внимание на него российские вооруженные силы? Украинцы, как мы видим, активно используют. На этом у нас все. Спасибо большое, что посмотрели. Подписывайтесь на этот канал и поставьте вот этому ролику лайк. Если не поставили, это поможет для продвижения ролика. И напоминаю со своей стороны, что в телеграм-канале у нас мы рассматриваем события более оперативно, если для вас это важно. И, конечно, спасибо всем, кто нас поддерживает на Бусти. До следующих встреч. Постараемся сделать для вас интересный очередной выпуск. Надеюсь, этот ролик выйдет нормальным, потому что тут, конечно, все в новинку было. Посмотрим, как выйдет. Посмотрим, да. Кстати говоря, напишите в комментариях к выпуску, как вам эта обстановка. Спасибо, до свидания. До свидания.